Привет! Тема «Промышленная революция. Промышленный переворот». Промышленная революция или промышленный переворот – это название, которое историки дали периоду в истории, когда произошли большие быстрые изменения в производственных процессах. По сути, произошел переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Продукты, производимые в больших количествах, продавались по дешевой цене. Считается, что промышленная революция началась в 1760-х годах. Многие люди переезжали из сельских поселений в города, где на заводах было много работы. Вторая промышленная революция началась в 1870-х годах. Понятие второй промышленной революции было введено в широкое употребление американским экономистом Дэвидом Лэндисом. Промышленная революция была периодом, когда многие достижения в производстве стали, электроэнергии и нефти привели к ряду инноваций, изменивших общество. Огромное значение имело появление железных дорог. Первый паровоз был построен в 1804 году Ричардом Тревитиком. Последующие годы многие инженеры пытались создавать паровозы, но самым удачливым из них оказался Джордж Стефенсон, который предложил несколько удачных конструкций паровозов. Его паровоз был использован на первой в мире железной дороге общественного пользования из Дарлингтона к Стоктону. Открытый в 1825 году, после 1830 года в Великобритании началось быстрое строительство железных дорог. Роберт Фултон в 1807 году построил первый в мире пароход «Клермонт», который совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани. В 1819 году американский пароход «Саванна» впервые пересек Атлантический океан, однако большую часть пути корабль прошел под парусами, которые еще долго сохранялись на пароходах в качестве вспомогательного движителя. Движитель – устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего источника через взаимодействие со средой, полезную работу по перемещению транспортного средства. Лишь в 1838 году, через 19 лет после «Саванны», английский пароход «Сириус» впервые пересек Атлантический океан без использования парусов. Как полагал нобелевский лауреат по экономике Джон Ричард Хикс, следующие экономические и социальные факторы промышленной революции в Англии были главными. Формирование институтов, защищающих частную собственность и контрактные обязательства, в частности независимой и эффективной судебной системы. Высокий уровень развития торговли. Формирование рынка факторов производства, в первую очередь рынка земли, то есть торговля землей стала свободной и была освобождена от феодальных ограничений. Широкое применение наемного труда и невозможность использования принудительного труда в широких масштабах. Развитость финансовых рынков и низкий уровень судного процента. Развитие науки. Промышленная революция началась в Великобритании в XVIII веке. Многие технологические инновации были британского происхождения. Шропшир, церемониальное графство, имело важное значение, поскольку в нем имелись полезные ископаемые, например, железная руда и уголь, плюс транспорт. Это привело к созданию группы промышленных предприятий вблизи ущелья Айрон-Бриджа и города Колбрук-Дейл. Айрон-Бридж – памятник промышленной революции XVIII века. Ущелье представляет собой богатую минералами долину реки Северн от моста Айрон-Бридж до селения Колбрук-Дейл. Вместе с долинами еще двух небольших рек и расположена в 50 километрах к северо-западу от Бирмингема, в городе Телфорд, Шропшир. В середине XVIII века Великобритания была ведущей торговой державой в мире. Развитие торговли и рост бизнеса способствовали развитию промышленной революции. Промышленная революция знаменует собой важный поворотный момент в истории, она повлияла почти на каждый аспект повседневной жизни. Средний доход увеличился, а население быстро росло. Некоторые экономисты говорят, что основное влияние промышленной революции заключалось в том, что уровень жизни населения в целом впервые в истории начал последовательно улучшаться, но другие говорят, что он не начал существенно улучшаться до конца XIX и XX веков. Революция распространилась на Европу и Америку, особенно на Соединенные Штаты к началу XIX века. Сэмюэль Слейтер, англо-американский промышленник, специалист по текстильной индустрии, прозванный отцом американской промышленной революции по выражению президента Эндрю Джексона, и отцом американской фабричной системы. На родине Великобритании его прозвали Слейтер-предатель за то, что он перенес в Америку британскую технологию производства текстиля, приспособив ее для использования в Соединенных Штатах. Новые идеи и изобретения были также использованы в горнодобывающей промышленности, в обработке металлов и при перевозке грузов. Примерно в то же время новые идеи и изобретения в сельском хозяйстве повлияли на то, что многие рабочие остались без работы.
В итоге они вынуждены были искать работу в городах на заводах. Самым важным новым изобретением промышленной революции был паровой двигатель. Паровой двигатель, изобретенная Джеймсом Уаттом и запатентованная им в 1775 году паровая машина, первоначально использовалась в шахтах для откачивания воды. Но уже в 1780-х годах она нашла применение в некоторых других механизмах, заменяя гидроэнергию там, где она была недоступна. Уровень жизни повысился, и люди в целом стали побогаче и здоровее, у них появилось больше детей. В результате рост населения в Англии вызвал новые проблемы. Там, где несколько человек были богаты, потому что владели землей, стали еще более богатыми благодаря развитию промышленности. Однако больше людей все-таки по-прежнему оставались бедными и жили в плохих условиях. Детям и женщинам приходилось много работать за небольшую плату. Часто несколько семей жили в очень стесненных маленьких квартирках. Работая в разное время, члены семьи по очереди ложились спать, когда они не работали. Семьи обычно не могли собраться вместе. 12 или 14 или даже 18-часовые рабочие дни были обычным явлением. Промышленная революция приносила и проблемы. Во время промышленной революции новые технологии внесли много изменений. Например, в конце XVIII века в Великобритании стали массово строить каналы для перевозки грузов, прежде всего угля, позволившие сильно сократить издержки на доставку. Показательная история Фрэнсиса Эгертона, герцога Бридж-Уотерского, построившего Бридж-Уотерский канал для доставки угля и быстро разбогатевшего на этом. Рост производства и улучшение качества английского металла к концу XVIII века позволило Великобритании полностью отказаться от импорта шведского и российского железа. В 1785 году Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом, который в 40 раз увеличил производительность труда. Затем водяное колесо начали заменять паровой машиной. В период с 1775 по 1800 год заводы Уатта и Болтона выпустили 84 паровые машины для хлопчатобумажных фабрик и 9 машин для шерстяных фабрик. К середине XIX века ручное ткачество в Великобритании почти совершенно исчезло. В текстильной промышленности большую роль сыграл так называемый сель-фактор, обеспечивающий механизацию прядельных процессов. Еще одним достижением промышленной революции стало уличное освещение. Его появление в британских городах стало возможным благодаря шотландскому инженеру Уильяму Мердоку. Он изобрел процесс получения светильного газа путем пиролиза каменного угля, а также способы его накопления, транспортировки и использования в газовых фонарях. Первые газовые светильники были установлены в Лондоне в 1812-20 годы. Вскоре после большая часть угля, добываемого в Великобритании, шла на нужды освещения, так как оно не только повышало комфорт и безопасность на городских улицах, но и способствовало удлинению рабочего дня на фабриках и заводах, ранее зависевших от освещения сравнительно дорогостоящими свечами и масляными лампами. Промышленную революцию критиковали за то, что она привела к разрушительным последствиям для экологии. Она привела к огромному сокращению биоразнообразия, биологического разнообразия на Земле. Промышленная революция была заявлена как изначально неустойчивая, и что она приведет в конечном итоге к краху общества, массовому голоду и нехватке ресурсов.